Октябрь 1347 года. Генуэзский порт Кафа – оживленная торговая колония на Крымском берегу Черного моря, один из важнейших узлов средиземноморской торговли. Здесь всегда было шумно. Рыбаки тянули сети, купцы спорили о ценах на шелк и специи, матросы грузили тюки и бочки, дети бегали по пристани. Это был живой, деловой, жадный до жизни город. Прежде чем мы продолжим, если тебе нравятся такие спокойные и подробные истории, подпишись на канал и включи уведомления, чтобы не пропустить новые видео. И вот в один из осенних дней стража на пристани заметила нечто необычное. На горизонте показались паруса. 12 галер шли в сторону гавани. Это были знакомые суда, генуэзские торговые корабли, которые регулярно ходили по Черному морю. Но что-то было не так. Корабли шли странно, слишком медленно. Паруса хлопали как попало, никто ими не управлял. Не было слышно ни команд, ни привычного шума команды. Только скрип такелажа да плеск волн о борта. Гавань затихла. Люди на пристани смотрели молча, и в этой тишине нарастало что-то тяжелое. Предчувствие, которое невозможно объяснить словами, но невозможно и игнорировать. Когда первые лодки с портовыми рабочими и зеваками подошли ближе, стало понятно. На кораблях почти нет живых. На палубах лежали тела, десятки тел. В самых разных позах, как будто люди упали прямо там, где стояли. Одни были мертвы уже несколько дней, другие еще дышали, хрипло, с трудом, словно каждый вдох давался им огромной ценой. Те, кто решился подняться на борт, увидели картину, которую потом не могли выбросить из памяти до конца жизни. Моряки, опытные, закаленные люди, привыкшие к штормам и лишениям, лежали в повалку. Их лица были искажены. Кожа, желтовато-восковая, покрытая темными пятнами, которые расползались по телу, как чернила по намокшей бумаге. В паху, под мышками, на шее огромные вздувшиеся опухоли, бубоны. Некоторые размером с яблоко, некоторые с кулак. Кожа вокруг них была горячей, почти обожженной, и из них сочилась густая темная жидкость с невыносимым запахом разложения. Воздух на кораблях был тяжелым, смесью крови, гнилого мяса и чего-то еще, чему люди тогда не могли дать название, но что инстинктивно заставляло отступать назад. Немногие выжившие, те, кто еще держался на ногах, были похожи на живые тени. Их глаза ввалились, губы потрескались, одежда пропиталась потом и кровью. Они едва могли говорить, только хрипели, тянули руки за водой и молили о помощи. Или о смерти. Иногда трудно было понять, о чем именно. Один из них, по свидетельствам хронистов, пытался объяснить, что произошло. Говорил о лагере, о войне, о том, как с неба начали падать трупы, о том, как один за другим умирали товарищи, и никто не мог понять, почему, отчего, как это остановить. А потом он тоже замолчал. Жители Кафы не знали этого слова – чума, не знали, что стоят на пороге величайшей катастрофы в истории своего континента. Эпидемии, которая за несколько лет убьет от трети до половины населения Европы, от 25 до 50 миллионов человек. Они просто видели умирающих моряков и чувствовали этот запах, и уже не могли сделать шаг назад, потому что болезнь уже была здесь. Но чтобы понять, как это стало возможным, нужно отступить назад. Далеко на восток, в бескрайние степи Центральной Азии. Туда, где за 1000 километров от европейских портов и итальянских торговых домов зародилась катастрофа, которой суждено было изменить мир. В 1320-1330-х годах в регионах Центральной Азии, на территориях, которые сегодня мы называем Кыргызстаном, Казахстаном, Западным Китаем, начали появляться вспышки неизвестной болезни. Кочевые народы умирали целыми становищами. Монгольские воины, привыкшие к войне и голоду, гибли не от стрел, а от чего-то невидимого и непонятного. Торговцы, следовавшие по древним маршрутам, не добирались до места назначения. Их находили мертвыми прямо в пути, у потухших костров, рядом с навьюченными верблюдами. Китайские летописи того времени сообщают об опустошении целых провинций, о селах, где не осталось ни одного живого. По некоторым оценкам, только в Китае и Монголии в 1330-е годы от болезней и сопутствующего голода погибло до 25 миллионов человек. Хотя точные цифры до сих пор остаются предметом споров среди историков. Виновник этого – бактерия с латинским названием Yersinia pestis. Крошечный микроорганизм, невидимый невооруженным глазом, существовавший в природных очагах задолго до появления человека. Он жил в телах грызунов – сурков, сусликов, степных крыс и передавался через блох. Для самих грызунов болезнь была привычной частью жизни. Одни умирали, другие выживали, популяция восстанавливалась.
Это был своего рода тихий, невидимый резервуар смерти, дремавший в самом сердце Евразии на протяжении веков. Пока люди жили рядом с этими животными в привычном равновесии, болезнь оставалась в тени, но что-то это равновесие нарушило. Историки до сих пор что именно? Возможно, климатические изменения. В XIV веке начинался малоледниковый период, менялись температуры, засухи сменялись наводнениями, привычные пастбища исчезали. Животные и грызуны вместе с ними двигались в поисках пищи, вступая в контакт с новыми популяциями и с людьми. Возможно, роль сыграло и резкое увеличение торгового движения. А скорее всего, оба фактора одновременно, накладываясь друг на друга, как два потока, сливающихся в один бурный водоворот. И здесь на сцену выходит Монгольская империя, одна из крупнейших в истории человечества. В XIII веке она объединила под своей властью огромное пространство от берегов Тихого океана до побережья Черного моря. Это был беспрецедентный политический и торговый проект. Великий Шелковый путь, древняя торговая артерия, связывавшая Китай, Персию, Аравию и Европу, при монголах заработал с новой силой. По этим дорогам двигались шелк, специи, фарфор, золото и идеи. Купцы из Генуи, Венеции, Персии и Китая встречались на одних базарах. Путешественники, вроде Марко Поло, пересекали континенты с конца в конец. Но теперь по тем же дорогам двигалось нечто другое. Каждый торговый караван, каждая придорожная харчевня, каждый постоялый двор, каждый склад становились новым звеном в цепочке заражения. Крысы жили в зернохранилищах и кладовых, блохи на крысах, а потом на людях. Болезнь двигалась медленно, но неотвратимо. С востока на запад, вслед за торговцами, воинами и паломниками. Год за годом, маршрут за маршрутом. К середине 1340-х годов она достигла берегов Черного моря. Европа того времени смотрелась сильной, снаружи процветающей. Великие готические соборы поднимали шпили к небу, в портах кипела торговля, университеты обсуждали Аристотеля и богословие, короли вели войны, рыцари участвовали в турнирах, купцы богатели. Но за этим фасадом скрывалась глубокая системная уязвимость, накопившаяся за десятилетия, незаметная в обычное время, но смертельное при столкновении с чем-то по-настоящему разрушительным. К середине XIV века население Европы достигло примерно 70-75 миллионов. Человек абсолютного максимума для того времени. Это стало результатом нескольких веков относительного процветания и потепления климата. Города росли быстро и неудержимо. Париж к тому времени насчитывал около 200 тысяч жителей, один из крупнейших городов мира. Флоренция до 100 тысяч, Лондон около 80 тысяч, Венеция и Генуя – сопоставимые цифры. По всей Европе строились новые рынки, прокладывались дороги, основывались монастыри и университеты. Казалось, что прогресс – это закон природы, и он будет продолжаться вечно. Но рост имел свою цену. Земли не хватало. Крестьяне распахивали все новые и новые участки, поднимались на склоны холмов, осушали болота, вырубали леса. Там, где еще поколение назад стоял лес, теперь тянулись поля. Но урожаи с этих новых, менее плодородных земель были хуже. Запасы зерна не успевали за ростом ртов. Питание большинства европейцев становилось все более скудным, однообразным, с нехваткой белка и витаминов. А потом пришел холод. Малоледниковый период начинался исподволь. Зимы становились длиннее и суровее, лето коротким и дождливым. Реки разливались в неурочное время, посевы гнили прямо на полях. И в 1315 году, как приговор, пришел Великий голод. Несколько лет почти непрерывных дождей уничтожили урожаи по всей Северной и Центральной Европе. Зерно чернело прямо в колосьях, не успевая дозреть. Сено гнило, не успевая высохнуть. Цены на хлеб за несколько месяцев выросли в 3, 4, 5 раз. Люди ели все, что можно было есть. Траву, кору деревьев, испорченное зерно с плесенью, кошек и собак, а в самых страшных случаях – друг друга. Хроники того времени сообщают о случаях людоедства в Польше и Прибалтике. Даже в относительно богатой Англии в некоторых районах смертность среди крестьян выросла вдвое. Голод продолжался с 1315 по 1322 год. 7 долгих лет. По оценкам историков, погибло от 10 до 15% населения Европы. Целое поколение европейцев выросло истощенным, низкорослым, уязвимым к любой инфекции. Именно они встретят чуму. И они встретят ее в условиях, которые трудно себе представить человеку современного города. Средневековый европейский город – это прежде всего теснота. Дома стояли вплотную друг к другу, нависая над узкими улицами, которые нередко не видели солнца даже в ясный день.
Канализации в привычном смысле не существовало, нечистоты выливали прямо на улицу, из окон и дверей. На больших улицах иногда имелись сточные канавы, но они редко чистились. В подвалах, на складах и в темных закоулках жили крысы. Огромные, откормленные, абсолютно бесстрашные. Они забирались в мешки с зерном, грызли кожаные сумки, бегали по столам и кроватям. Их присутствие воспринималось как норма, досадная, неизбежная часть жизни, как мухи или уличная грязь. Никто не думал, что именно крысы несут смерть. Никто не знал, что на каждой крысе живут блохи, а в каждой блохе может дремать Yersinia pestis. Торговые связи, которые делали Европу богатой, теперь превращались в смертельную сеть. Итальянские купцы работали в Крыму и Константинополе. Генуэзские и венецианские корабли курсировали между Средиземным и Черным морями с регулярностью современных паромов. Товары шли из Индии через Персию в Венецию, из Норвегии в Лондон, из Фландрии в Париж. Все было связано. И все это означало, что болезнь, которая появится в одной точке этой сети, неизбежно появится во всех остальных. Европа стояла на краю, не зная об этом, не имея никакой возможности это предотвратить. 1346 год. Кафа, оживленный генуэзский торговый форпост на Крымском берегу, оказалась в центре политического конфликта. Хан Золотой Орды Дженебек осадил город. Генуэзцы умели держать оборону. Крепкие стены, запасы еды и воды. Они рассчитывали пережить осаду, как переживали предыдущие. Но исход этой осады решила не военная сила. Его решила болезнь. В лагере монгольских войск началась эпидемия. Первые смерти выглядели случайными. Умирал один солдат, потом второй, но очень скоро умирали уже десятки в день, потом сотни. Озноб, жар, страшная слабость. А затем опухоли. Твердые, болезненные, горячие бубоны в паху, подмышках, на шее. Кожа вокруг них темнела и отмирала. Через 3-5 дней – смерть. Монгольский лагерь превратился в место ужаса и разложения. Трупы не успевали убирать. Осада потеряла смысл. И тогда, по свидетельству нотариуса Габриэля де Муссе, Дженебек отдал приказ, который войдет в историю как один из первых задокументированных случаев биологической войны. Тела умерших от чумы начали перебрасывать в город с помощью катапульт. Историки спорят о реальном медицинском эффекте. Блохи покидают мертвое тело быстро, но психологический эффект был колоссальным. А крысы, привлеченные запахом разложения, делали свое дело. Болезнь проникла в Кафу. Город, державший оборону против целой армии, не смог устоять перед невидимым врагом. Умирали купцы, ремесленники, портовые рабочие. Целые дома исчезали за несколько дней. Люди жгли травы, запирались, молились. Все было бесполезно. Потому что никто не понимал, как передается болезнь. Те, кто мог, приняли единственное возможное решение – бежать. Генуэзские купцы спешно грузились на корабли, забирая золото и товары. Некоторые уже чувствовали первые признаки болезни, но гнали от себя эту мысль. Корабли отходили от причалов один за другим, но вместе с беглецами на борт поднимались крысы, а на крысах – зараженные блохи. Именно так чума отправилась в путь через Черное море. В трюмах торговых судов, в шерсти грызунов, в крошечных телах насекомых, которых никто не замечал и о которых никто не думал. Корабли вышли в море. Первые дни плавания, может быть, казались спасением. Море, ветер, расстояние между ними и ужасом, который они оставили в кафе. Но смерть уже была на борту. Первые симптомы появлялись через 2-6 дней после заражения. Сначала внезапный сильный озноб, потом жар под 40 и выше. Голова раскалывалась, тело ломило. А потом человек замечал опухоль, болезненное уплотнение в паху, под мышкой или на шее. Через несколько часов оно превращалось в твердый, горячий, невыносимо болезненный бубон. Кожа вокруг темнела, покрывалась синяками. Больной уже не мог ходить. Он лежал, метался в горячке, бредил и через 3-5 дней умирал. Это была бубонная форма, самая распространенная. Смертность около 60-70%. Ужасающая цифра. Но рядом с другими формами болезни она почти казалась милосердной. При легочной форме бактерия попадала в легкие. Кашель с кровью, кровавая пена на губах. И главное, эта форма передавалась воздушно-капельным путем. Просто вдыхать один воздух с больным было уже достаточно. Смертность почти 100%. Человек сгорал за 1-3 дня. При септической форме бактерия сразу попадала в кровь. Никаких бубонов, никаких предупреждений. Слабость, потеря сознания, смерть за несколько часов. Кожа покрывалась темными, почти черными пятнами по всему телу, следы некроза, внутренних кровоизлияний.
Именно это зрелище дало болезни ее второе, самое страшное имя – «Черная смерть». Корабельные лекари пытались лечить тем, что умели. Кровопускание, травяные настои, уксусные примочки на бубоны, молитвы – все это было бесполезно. Кровопускание и вовсе добивало умирающий организм. Медицина XIV века не имела ни малейшего понятия о бактериях и инфекции. Болезнь была невидимой, а значит непобедимой. По мере продвижения кораблей жизнь на борту таяла. Некому было управлять парусами, нести вахту, приготовить еду. Суда дрейфовали, ведомые лишь ветром, с трупами на палубах и умирающими в трюмах. Когда такой корабль заходил в порт, его встречала тишина и запах. Именно такие суда назовут кораблями смерти, и именно они станут главным вектором распространения чумы по всему Средиземноморью. Часть кораблей достигла Константинополя. Столица Византийской империи, крупнейший город Восточной Европы с населением около 400 тысяч человек. Город, стоявший на перекрестке двух миров – европейского и азиатского, был средоточием торговли, культуры, политики и власти. Его стены, выдержавшие столетия осад, не могли остановить то, что пришло с моря. Болезнь вышла на берег в портовых кварталах. Сначала заболели грузчики и лодочники, потом торговцы, которые работали с товарами с зараженных судов, потом их семьи, потом соседи. Чума расползалась по городу, как вода по промокшей ткани, медленно, неотвратимо, не оставляя сухих пятен. Уже в 1347-1348 годах эпидемия охватила Константинополь полностью. Смерть пришла даже в императорский дворец. Иоанн VI Кантакузин, человек, который в то время правил Византией, оставил одно из немногих личных свидетельств того, каково было переживать эпидемию, будучи правителем. Он потерял от чумы собственного сына, взрослого сына, наследника, и написал об этом с болью настолько живой, что ее чувствуешь даже спустя 7 столетий. Болезнь не щадила ни бедных, ни богатых, ни тех, кого считали помазанниками Бога. После Константинополя корабли продолжили движение через Эгейское море. Они заходили в порты на островах Хиосе, Крите, Родосе. Каждая остановка была новой точкой заражения. Осенью 1347 года зараженные суда достигли Сицилии, порт Мессины. Это был обычный осенний день, когда на горизонте показались генуэзские галеры. Портовые рабочие вышли на причал, принимать товары, швартовать суда, делать привычную работу. И увидели то, что уже видели жители Кафы несколькими месяцами раньше – мертвых и умирающих на палубах. Болезненные опухоли, почерневшую кожу, запах смерти. Власти Мессины немедленно приказали кораблям покинуть гавань, но было уже поздно. Хронист Микеле да Пьяцца, монах из Сицилии, записал то, что происходило в городе с леденящей точностью. Болезнь, по словам, распространялась быстрее огня. За несколько недель из 40-50 тысяч жителей Мессины к началу 1348 года погибло до половины. Половина города. За считанные недели. Тела не успевали хоронить. Сначала их несли в церкви, как полагалось по обряду, служили заупокойные мессы, опускали в освященную землю. Но очень скоро кладбища переполнились. Тогда начали рыть общие ямы, широкие, глубокие, куда складывали тела без гробов, слоями, присыпая землей. Часть мертвых оставалась прямо в домах. Некому было их вынести, некому похоронить. В ноябре болезнь распространилась по всей Сицилии. Палермо, Катания, Сиракузы – везде одна и та же картина. В январе 1348 года чума перешагнула на материковую Италию. Генуя – один из богатейших городских государств Средиземноморья, с населением около 100 тысяч человек. Городские власти, едва ли не первыми в Европе, попытались принять меры. Они закрыли порт, приказали зараженным кораблям уходить, но болезнь уже была на берегу. По разным оценкам, в Генуе погибло от 60 до 70% жителей. Цифры, которые даже сейчас читаются как что-то нереальное. 6-7 из каждого 10 человек. Пиза, Флоренция, Рим, Болонья. Чума двигалась по Италии, как пожар по сухому лесу, быстро, непредсказуемо, не оставляя ничего нетронутым. Весной 1348 года эпидемия полностью захватила Флоренцию, один из крупнейших и богатейших городов Европы, финансовую и культурную столицу континента. Именно здесь жил и работал Джованни Боккаччо. Ему было около 35 лет, и он видел все своими глазами. Увиденное не отпускало его годами, и в итоге стало основой его главного произведения. Боккаччо писал: «Брат покидал брата, дядя племянника, жена мужа». Это не метафора, это буквальное описание того, что происходило.
Люди боялись заразиться от близких настолько, что отказывали им в помощи, даже умирающим. Больных оставляли одних. Слуги бежали, врачи отказывались входить в дома. Священники избегали умирающих, которым больше всего в жизни была нужна исповедь. Из примерно 100 тысяч жителей Флоренции погибло более 50 тысяч, больше половины. Некоторые историки называют еще большие цифры. Город, который был живым, шумным, переполненным людьми, вдруг опустел. На улицах, по которым еще недавно было не протолкнуться, теперь лежали тела. Дома стояли открытыми. Двери распахнуты, внутри признаки жизни, внезапно прерванной. Еда на столе, недошитое платье. Книга, раскрытая на середине страницы. Смертность при бубонной форме достигала 60-70%, при легочной – почти 100%. Это были цифры, которые не укладывались ни в какие рамки привычного человеческого опыта. Весной 1348 года чума достигла южного побережья Франции. Главными воротами стал Марсель, крупный портовый город с населением в 20-25 тысяч человек. К лету 1348 года более половины марсельцев были мертвы. Болезнь двинулась на север по долине Роны, одному из главных торговых коридоров Франции. Она шла с купцами, с беженцами, с солдатами, с паломниками. Каждый город по пути встречал ее неожиданно и был к ней совершенно не готов. В июне 1348 года чума добралась до Авиньона. В то время это был не просто французский город, это была папская резиденция, де-факто столица западного христианского мира. Именно сюда в начале XIV века перебрались папы, именно здесь располагалась папская курия, именно отсюда управлялась католическая церковь, организация, охватывавшая весь европейский континент. Население Авиньона составляло около 50 тысяч человек, и в обычное время сюда стекались паломники, дипломаты, священники, просители со всей Европы. Теперь по улицам Авиньона каждый день проезжали телеги с мертвыми телами. Ежедневно умирало до 400 человек. Городские кладбища были переполнены уже через несколько недель. Папа Климент VI, человек образованный и сравнительно прагматичный по меркам своего времени, принял поразительное решение. Он осветил воды реки Роны, чтобы тела умерших можно было бросать прямо в реку и считать это христианским погребением. Это был акт отчаяния, обнажавший масштаб катастрофы. Церковь, которая веками настаивала на освященном погребении, теперь благословляла сброс тел в реку, просто потому, что другого выхода не было. Сам папа выжил. По совету личных врачей он изолировался в своих покоях во дворце и приказал зажечь по обеим сторонам от своего трона огромные костры, которые горели непрерывно. Считалось, что огонь очищает воздух от миазмов, ядовитых испарений, которые тогда считались причиной болезни. Это было суеверие, но случайно это суеверие работало. Жар и дым отпугивали блох, которые не переносят высоких температур. Папа, сам того не понимая, защитил себя от главного – вектора заражения. Но его двор понес огромные потери. Умирали кардиналы, умирали епископы и аббаты, умирали монахи, которые ухаживали за больными и платили за свое милосердие жизнью. Если даже слуги Бога умирали так же, как обычные грешники, что это говорило о мире, о Боге, о смысле молитв и церковных обрядов? Этот вопрос звучал в 1348 году все громче, и ответа на него не было. К осени 1348 года чума достигла Парижа. Крупнейший город Западной Европы, 200 тысяч жителей, Нотр-Дам, университет, Королевский двор, ежедневно умирало от 500 до 800 человек. Знаменитое парижское кладбище невинных младенцев, и без того всегда переполненное, теперь превратилось в нечто чудовищное. За его стенами начали рыть огромные братские могилы, ямы, в которые укладывали тела слоями, пересыпая землей. В одну такую яму помещалось несколько тысяч человек. Над городом постоянно стоял запах разложения. Люди жгли лаванду, розмарин, можжевельник, чтобы перебить зловоние. Носили с собой пучки трав. Держали у лица тканевые маски, пропитанные уксусом. Ничего не помогало. Болезнь не делала исключений ни для кого. Это было одним из самых потрясающих и дезориентирующих ее свойств с точки зрения средневекового человека. В средневековом миропорядке существовала четкая иерархия. Король был помазанником Бога, существом особо отмеченным свыше, защищенным самим провидением. Рыцарь стоял выше крестьянина, епископ выше мирянина, богатый выше бедного. Этот порядок казался естественным, Богом данным, вечным.
И вот в 1350 году от чумы умер Альфонсо XI Кастильский, прямо в военном лагере под Гибралтаром, посреди воинской кампании. Помазанник Бога, король, умер так же, как умирали его солдаты и слуги. Во Франции чума забрала Жанну Наварскую, дочь короля. В Константинополе – сына императора. Европа наблюдала за этим с ужасом, который был отчасти метафизическим. Если Бог не защищает своих помазанников, значит, что-то в мире сломалось фундаментально. Значит, привычные правила больше не работают. И действительно, привычные правила переставали работать. Социальный порядок начинал разрушаться. Судьи умирали, судов не было. Чиновники исчезали, административная машина останавливалась. Городская стража разбегалась, законы переставали исполняться. Начинались грабежи. Люди врывались в покинутые дома, брали оставшееся имущество, никого не спрашивая. Доверие между людьми таяло, как снег в апреле. Хронист Жан де Винет, парижский монах, который пережил эпидемию, записал: «Люди бросали своих детей, как не поступают даже дикие звери». Это не была жестокость в привычном смысле, это был страх. Животный, первобытный. Тот, что отключает все человеческое и оставляет только одно – выживи. Одним из первых предупреждений, которые замечали хронисты, была массовая гибель крыс. Они вылезали из подвалов, со складов, из трюмов кораблей, вели себя странно, шатались, падали, умирали прямо на улицах при свете дня. Люди видели это и не понимали значения. Некоторые, возможно, чувствовали тревогу. Что-то в этом зрелище было неправильным, зловещим. Но связи между умирающими крысами и тем, что ждет их самих через несколько дней, никто провести не мог. Потому что никто не знал о блохах. О том, что блоха, живущая на крысе, при гибели хозяина ищет нового. И что этим новым хозяином становится человек. Через несколько дней после массовой гибели крыс начинали заболевать люди. Были и другие слепые пятна средневекового сознания. В Европе кошек давно окружали суеверия, особенно черных. Церковь веками формировала образ кошки как существа темного, двусмысленного, связанного с силами, которым не место в христианском мире. Еще в 1233 году папа Григорий IX дал буллу, в которой черный кот упоминался как символ дьявола. Для многих это стало официальным подтверждением того, во что люди и без того были готовы верить. В народном сознании кошка постепенно превратилась в спутницу ведьмы, дурной знак, предвестника несчастья. Впрочем, массовая охота на ведьм развернется позже, в 15-17 веках. Во время самой чумы главными жертвами страха чаще становились другие. Евреи, которых обвиняли в отравлении колодцев, чужаки, бродяги. Все, кто выглядел не так, жил не так или просто выжил тогда, когда вокруг умирали остальные. Но логика всегда оставалась одинаковой. Если мор – это чей-то злой умысел, значит должен существовать виновный. И люди находили его, обвинение не требовало доказательств. Требовалось признание, и его выбивали пытками. Человек оговаривал себя, называл сообщников, рассказывал о заговорах, которых никогда не существовало. Потом его казнили, и на короткое мгновение людям становилось легче. Зло найдено, виновный наказан, но чума не отступала. В некоторых городах кошек тоже убивали публично, как часть ритуалов очищения. Особенно часто это происходило в праздник Святого Иоанна. Животных бросали в костры на городских площадях под звон колоколов и молитвы. Люди искренне верили, что защищают свои семьи и изгоняют зло. И в этом была страшная, почти невыносимая ирония. Кошки охотились на крыс. На тех самых крыс, в чьей шерсти жили блохи, а в блохах скрывалась бактерия, убивавшая Европу. Уничтожая кошек, люди сами разрушали один из немногих естественных барьеров между собой и переносчиками болезни. Историки предполагают, что это могло ускорить распространение чумы, хотя измерить этот эффект точно уже невозможно. Но дело было даже не в кошках. У людей не существовало самой идеи микробов. Не было понимания того, как работает заражение. Болезнь объясняли божьим гневом, происками дьявола, ядовитым воздухом или тайными заговорами. И потому люди боролись с тем, что могли увидеть. С ведьмами, с кошками, с чужаками. Друг с другом боролись отчаянно, искренне, с полной уверенностью в собственной правоте. Но они сражались не с причиной болезни. Они сражались со своим страхом перед тем, чего не могли понять. Повседневная жизнь во время чумы – это отдельная страшная история. История о том, как разрушается все то, что люди считают само собой разумеющимся. Первой реакцией было желание изолироваться. Люди запирали двери, закрывали ставни, не пускали к себе никого.
Богатые флорентийские купцы, французские нотабли, английские землевладельцы спешно уезжали в загородные поместья, подальше от городской заразы. Именно. Такую группу описывает Боккаччо в прологе Декамерона. 10 молодых людей уединились на загородной вилле и рассказывали друг другу истории, пока вокруг умирал город. Бедные никуда не уезжали. Они оставались и умирали. Захоронения очень быстро перешли из области религиозного обряда в область практического кошмара. В первые дни и недели мертвых еще хоронили по-человечески, с молитвами, в гробах, на освященных кладбищах, но уже через месяц этот порядок разрушался. Появлялись телеги-катафалки, которые объезжали улицы, собирая тела. Их сгружали в кучи и вывозили за городские стены. В Авиньоне сбрасывали в Рону. В Париже рыли братские могилы на несколько тысяч человек. В итальянских городах тела просто укладывали слоями в ямы, как дрова. Поля зарастали, крестьяне умерли или бежали, некому было пахать и сеять. Домашний скот бродил без хозяев. Деревни опустевали, иногда полностью до последнего жителя. Дикие животные начинали подходить ближе к городам. Волки появлялись на окраинах, лисы забегали на рынки. Семья как институт переживала невиданное потрясение. Страх заражения был сильнее любви. Родители оставляли детей, дети – родителей. Супруги избегали друг друга. Боккаччо описывал это без осуждения, как факт, как следствие невыносимого. Давление, которое сломало бы любого. Особенно трагичной была судьба священников. По долгу служения они должны были приходить к умирающим, исповедовать, причащать, отпевать. Многие шли и умирали, другие отказывались и этим обрекали умирающих на смерть без таинств, что для верующего человека XIV века было страшнее физической смерти. В некоторых регионах приходы оставались без священника по несколько месяцев. Один умирал, следующий заступал и тоже умирал. Английские архивы сохранили приходские книги, где за один год сменилось 3-4 священника. Смерть стала обыденной, повседневной. И это само по себе было катастрофой, потому что когда смерть перестает быть чем-то особенным, из мира уходит что-то фундаментально важное. К лету 1348 года чума охватила Пиренейский полуостров. Барселона, Валенсия, Лиссабон, Севилья. Портовые города принимали болезнь с моря и передавали ее вглубь страны. В Арагоне и Кастилии болезнь распространялась по тем же торговым маршрутам, по которым еще недавно шли товары. Барселона потеряла от трети до половины жителей. Небольшие прибрежные города опустели почти полностью. В 1349 году чума пересекла Пиренеи и двинулась на север. Одновременно, по морю, вдоль Атлантического побережья, она наступала в том же направлении. Летом того же года корабли из французских портов принесли болезнь в Англию. Первой жертвой стал Бристоль, крупный портовый город на западном побережье. Очевидцы описывали, как город опустел за несколько недель. Закрылись лавки, замолчали колокола, исчезли прохожие с улиц. Из Бристоля чума пошла на восток. В Оксфорд, в Лондон, на север, в Йорк и Эдинбург. К концу 1349 года болезни охватила почти весь остров. Лондон с населением около 80 тысяч человек потерял, по оценкам историков, от 40 до 50% жителей. Для жертв чумы пришлось открыть новые кладбища за городскими стенами, обычные были переполнены. В сельских приходах картина была еще разительнее. Некоторые деревни вымерли полностью. Последний житель умирал, некому было даже позвонить в колокол. Английские архивы зафиксировали сотни потерянных деревень, поселений, покинутых после чумы и так и не возродившихся. Из Англии болезнь перешла в Норвегию. Существует легенда, возможно, не лишенная основания, что корабль из английского порта причалил к норвежскому берегу уже без живой команды. Матросы умерли в море, но крысы выжили. Крысы всегда выживали. Болезнь сошла на берег и за несколько месяцев прошла через Норвегию, Швецию, Данию. В некоторых районах Норвегии, особенно в отдаленных фьордах, погибло до 2/3 населения. Германия приняла удар с нескольких направлений одновременно. Через Рейн с запада, по торговым путям из Италии с юга, через морские ворота Балтики с севера. Кёльн, Гамбург, Бремен, Любек – все крупные торговые города Ганзы оказались под ударом в 1349-1350 годах. Ганзейские купцы, которые связывали торговой сетью всю Северную Европу от Новгорода до Лондона, невольно стали разносчиками инфекции. В Гамбурге, по некоторым данным, погибло около 60% жителей. В Австрии и Швейцарии та же история. Вена в 1349 году хоронила по 500-600 человек ежедневно. В некоторых альпийских долинах чума выкашивала деревни целиком, и туда не возвращались еще десятилетиями.
Природа медленно отвоевывала обратно то, что люди когда-то расчистили и обработали. На восток болезнь двигалась медленнее. Зимние холода временно сдерживали распространение, торговые пути были менее плотными. Но это было лишь замедление, не остановка. К 1351-1353 годам чума добралась до Польши, Венгрии и русских земель. Псков и Новгород, крупнейшие торговые центры северо-западной Руси, зафиксировали вспышки в 1352-1353 годах. Новгородские летописи сообщали о массовой гибели людей и невозможности нормально хоронить умерших. Из Новгорода болезнь пошла дальше вглубь русских земель. К 1353 году чума обошла почти весь континент. От Сицилии до норвежских фьордов, от португальского Лиссабона до русских равнин. Не было уголка Европы, который она не тронула. Когда люди не понимают природы катастрофы, они начинают искать виноватых. Это один из самых старых и самых разрушительных человеческих рефлексов. В 1348 году по Европе распространились слухи. Говорили, что евреи отравили колодцы. Говорили, что это часть заговора против христиан, против церкви, против самого Бога. Слухи не имели никакого основания. Евреи умирали от чумы так же, как и все остальные. Но страх не нуждается в логике. Страх нуждается в объяснении, любом, лишь бы можно было указать на врага и почувствовать, что хаос имеет причину. В 1348 году в швейцарском Шионе был арестован еврей по имени Агимет. Под пытками, а пытки в средние века были юридически признанным способом получения признания, он сознался в отравлении колодцев по всей Европе. Это признание немедленно распространилось по городам и странам. Ему верили, потому что хотели верить. Волна погромов прокатилась по Франции, Германии, Швейцарии с поразительной скоростью. В Страсбурге произошло одно из самых страшных массовых убийств эпохи. 14 февраля 1349 года, в день Святого Валентина, который в средние века, был просто зимним праздником, никакой романтики. Около 2000 евреев были согнаны на специально построенный деревянный помост и сожжены заживо. Двери общин были закрыты снаружи, имущество конфисковали еще до того, как погасли костры, и, ключевая деталь, чума в Страсбург еще не пришла. Ее убивали авансом, как профилактику. Еврейские общины по всей Центральной Европе исчезали одна за другой. Где не было погромов, там евреев изгоняли. Где не изгоняли, там вводили такие ограничения, что жить было невозможно. Папа Климент VI дважды издавал буллы с осуждением погромов. Он писал прямо и ясно: евреи умирают от чумы точно так же, как христиане. Никакого заговора нет. Убийство нужно прекратить. Его слушали и игнорировали. Страх оказался сильнее папского авторитета. Параллельно с погромами по Европе распространялось движение флагелантов, людей, которые нашли другое объяснение катастрофе. Грехи человечества прогневали Бога, и только публичное самоистязание может умилостивить его. Флагеланты передвигались группами, обычно 30-40 человек, хотя иногда и сотни. Они входили в город с пением религиозных гимнов, собирали толпу на площади и начинали обряд. Раздевались до пояса, становились в круг и бичевали себя кожаными плетьми с металлическими шипами, до крови, до открытых ран. 30-40 минут под ритмичные молитвы и стоны, снова и снова. Зрелище было завораживающим и страшным одновременно. Зрители плакали. Некоторые падали в обморок. Многие на месте решали присоединиться к братству. Снимали рубаху, брали плеть. Это было острое экстатическое переживание коллективного покаяния. В мире, где все рушится и непонятно за что, ощущение, что ты хотя бы что-то делаешь, было драгоценным. Движение охватило Германию, Нидерланды, Францию, Польшу. В некоторых городах флагеланты пользовались большей популярностью, чем местное духовенство. Церковь смотрела на это с нарастающей тревогой. Флагеланты начали проповедовать, что таинства не нужны, достаточно собственного покаяния, без посредничества священника. Это было уже прямым вызовом церковной власти. В 1349 году папа Климент VI издал буллу, в которой объявил флагелантство ересью и запретил движение. Его начали преследовать. Постепенно оно сошло на нет. Но с эпидемиологической точки зрения флагеланты, сами того не зная, активно помогали болезни. Сотни людей собирались вместе, прижимались друг к другу, обменивались одеждой, ели из общей посуды. Идеальные условия для распространения любой инфекции. Они молились о том, чтобы чума прекратилась, и невольно делали все, чтобы она продолжалась. Главным препятствием в борьбе с чумой было полное непонимание ее природы.
В 1348 году ученые-медики Парижского университета, лучшего медицинского центра Европы того времени, официально объяснили эпидемию астрологически. Да, В 1345 году произошло соединение планет Марса, Юпитера и Сатурна в знаке Водолея, что породило ядовитые испарения в воздухе. Это было не маргинальное мнение. Это была официальная позиция науки. И она определяла все последующие действия. Если болезнь в воздухе, то нужно очищать воздух. Люди жгли ароматические травы и благовония – лаванду, можжевельник, розмарин, серу. Носили с собой пучки пряных трав, прижимая к носу при ходьбе. Закрывали окна, чтобы ядовитый воздух снаружи не проникал внутрь, тем самым создавая идеальные условия для блох. Некоторые врачи рекомендовали не мыться. Считалось, что влага и тепло открывают поры, через которые яды проникают в тело. Это советовала не народная медицина, это были дипломированные врачи. Методы лечения не отличались от методов профилактики. Кровопускание, чтобы выпустить дурную кровь, травяные настои, уксусные примочки на бубоны, ртутные мази. В лучшем случае все это было бесполезно. В худшем кровопускание ускоряло смерть ослабленного организма. Настоящие переносчики, крысы и блохи, оставались вне поля внимания. Хотя, как мы помним, люди замечали массовую гибель крыс перед вспышками болезни. Некоторые медицинские трактаты того времени упоминают мертвых крыс как дурной знак. Но ни один врач не сделал следующего шага. Не догадался, что именно крысы – источник заразы. И все же, даже в этой тьме невежества начинали появляться первые ростки правильных решений. Не потому, что кто-то понял механизм болезни, а потому, что практический опыт подсказывал – изоляция работает. Города, которые закрывали ворота при первых признаках эпидемии, страдали меньше. Суда, которые задерживали в порту на несколько недель, не распространяли болезнь дальше. В 1377 году в Рагузе, хорватском портовом городе, известном сегодня как Дубровник, было принято решение, которое изменило историю медицины. Городской совет постановил: все прибывающие из пораженных чумой регионов обязаны провести 30 дней в изоляции, прежде чем их пустят в город. Это называлось Трентино – 30-дневный карантин. Позже срок увеличили до 40 дней – карантина, от итальянского слова 40. Отсюда и пришло слово, которое мы используем по сей день – карантин. Это была первая в истории систематическая противоэпидемическая мера, основанная не на молитве и не на астрологии, а на наблюдении и логике. Спустя столетия Европа запомнит чуму еще и через один пугающий образ. Чумный доктор – фигура в длинном темном плаще. Перчатки, шляпа с широкими полями и лицо, скрытое маской с вытянутым клювом, похожим на птичий. Когда такой человек появлялся на улице, это означало одно – рядом смерть. Сам костюм появился в 17 веке. Его создание традиционно приписывают французскому врачу Шарлю де Лорму, личному врачу 3 французских королей – Генриха IV, Людовика XIII и Людовика XIV. Человек незаурядный, он лечил монархов, пользовался доверием двора на протяжении десятилетий. И при этом, когда чума опустошала Париж, не бежал. Он пошел к больным, но сначала придумал, как защитить себя. Впрочем, здесь нужна оговорка. Костюм де Лорма известен нам не из его собственных записей, а из биографии, которую написал его друг уже после смерти врача, спустя более 60 лет. Биограф явно склонен был приукрашивать заслуги своего героя. Так что точнее будет сказать, де Лорму это приписывают. Как это часто бывает с историей, правда где-то между легендой и фактом. Тот иконический образ, который знают все, темный плащ, широкополая шляпа, маска с длинным птичьим клювом, появился в немецких гравюрах середины 17 века и имел мало общего с костюмом из биографии де Лорма. Образ подхватили художники, карикатуристы, итальянский театр. Он зажил своей жизнью, и именно он дошел до нас. Но логика, которая за ним стояла, была реальной. Люди верили, болезнь распространяется через воздух, через ядовитые испарения, миазмы. Запах гниения и разложения казался источником заразы. Значит, этот воздух нельзя было вдыхать. И тогда появился клюв. Внутрь маски набивали лаванду, розмарин, гвоздику, уксусные губки. Глаза закрывали стеклянными линзами. Тело укрывали плотной тканью, пропитанной воском. В руке деревянная трость, чтобы осматривать больных, не прикасаясь к ним. С современной точки зрения наивно. Но в этом была логика. Попытка понять невидимого врага и хоть как-то ему противостоять. И, как ни странно, кое-что действительно работало. Случайно. Плотная ткань мешала блохам добраться до кожи. Закрытая одежда уменьшала контакт. Дистанция между врачом и больным иногда сохранялась. Не потому, что так задумывалось. Просто совпало. Но главным было другое.
Этот костюм давал ощущение контроля. В мире, где смерть приходила без предупреждения и без объяснения, человеку нужно было верить, что он может хоть что-то сделать. И, возможно, именно поэтому этот силуэт до сих пор кажется таким тревожным. Потому что за ним не просто болезнь и не просто страх. За ним человек, который не понимал, что происходит, но все равно надевал маску и шел к умирающим. К середине 1350-х годов чума начала отступать. Но это не было победой человека, это было просто истощение. Болезнь выжгла все, что могла, и отступила туда, откуда пришла, в природные очаги среди грызунов. Ей просто не хватало новых жертв. Масштаб потерь был таков, что современному человеку трудно его осознать. Европа потеряла от 25 до 50 миллионов человек, от трети до половины всего населения. В некоторых регионах смертность достигала 70%. Флоренция из 100 тысяч жителей сохранила около 40 тысяч. В некоторых французских и немецких деревнях не осталось ни одного живого человека. Целые ландшафты изменились. Поля зарастали лесом, дороги зарастали травой, монастыри пустели. Те, кто выжил, нередко несли в себе генетические варианты, дававшие частичную устойчивость к болезни. Это была жестокая форма естественного отбора. Выжили те, чья иммунная система по случайности оказалась более приспособленной. Это не означало иммунитета, при повторном заражении они тоже болели и умирали. Но смертность в последующих волнах была несколько ниже, а волны последовали. Чума вернулась в 1361 году, и эту волну назвали «чумой детей», потому что она прежде всего косила тех, кто родился после 1347 и не имел даже частичной устойчивости выживших. Потом в 1369, в 1374. Каждые несколько лет болезнь возвращалась, уносила новые жизни и снова отступала. Великая чума в Лондоне случится в 1665 году, через 3 столетия после первой волны. Последняя крупная эпидемия чумы в Западной Европе произойдет в Марселе в 1720. Но ни одна из этих волн не будет сопоставима с первой. Та была беспрецедентной. Население Европы вернется к уровню 1347 года лишь через 1,5-2 столетия. Когда эпидемия начала отступать, выжившие вышли в измененный мир. Мир, который выглядел по-другому, буквально, физически. По всей Англии сотни деревень стояли пустыми. Их потом назовут потерянными деревнями, и археологи будут их раскапывать еще в 20 веке, обнаруживая остатки фундаментов, заросших травой, следы улиц и кладбищ, ушедших под землю. В Германии и Франции та же картина. Обрабатываемые земли сокращались, поля зарастали, скот бродил без хозяев. Это был не просто демографический обвал, это был коллапс системы, сложившегося. Веками уклада жизни, где каждый знал свое место, свою роль, свои обязанности, этот уклад держался на людях, и людей стало вдвое меньше. Но здесь начинается парадокс истории. Именно это разрушение, именно эта пустота, именно это море смерти стало почвой для перемен, которые изменят Европу навсегда. Впервые за многие века Европа столкнулась с дефицитом рабочей силы. Не с избытком, а именно с дефицитом. Земли было больше, чем людей, которые могли бы ее обработать. Феодалы, которые раньше диктовали условия бесправным крестьянам, вдруг оказались в ситуации, когда им самим нужно было уговаривать работников остаться. Власти пытались сопротивляться этой логике. В 1349 году английский король Эдуард III издал статут о работниках, закон, который запрещал платить зарплаты выше тех, что были до чумы. На бумаге это выглядело как попытка сохранить порядок. На практике это был уже невозможный приказ. Работодатели нарушали закон сами, потому что им было нечем крыть. Людей катастрофически не хватало, и если не платить больше, то некому будет убирать урожай. В некоторых регионах зарплаты выросли в 2-3 раза за несколько лет после чумы. Крестьяне начали уходить от одних землевладельцев к другим, туда, где условия лучше. Это подрывало основу феодальной системы, где крестьянин был де-факто прикреплен к земле и к господину. Города ощущали эти перемены не меньше деревни. Ремесленники диктовали условия. Молодые подмастерья становились мастерами быстрее, чем прежде, потому что не хватало опытных людей. Вдовы брали на себя управление мастерскими и торговыми делами мужей. Впервые за долгое время деньги и умения начинали значить больше, чем происхождение и сословие.
Это не прошло мирно. История редко проходит мирно. В 1358 году во Франции вспыхнула Жакерия, одно из самых жестоких крестьянских восстаний в истории Средневековья. Тысячи крестьян, измотанных войной, чумой, налогами, поднялись против знати. Они жгли замки, разрушали поместья, убивали дворян. Название движению дало презрительное прозвище, которым знать называла крестьян – Жак Боном. Простой Жак. Знать ответила с беспощадностью, которая обнажала всю хрупкость ее положения. Восстание было подавлено за несколько недель организованными военными отрядами против плохо вооруженных и неорганизованных крестьян. Лидер восстания Гийом Каль был схвачен обманом на переговорах, подвергнут пыткам и обезглавлен. По оценкам погибло от 10 до 20 тысяч крестьян. Поместья были восстановлены, порядок на время вернулся. В Англии история повторилась. В 1381 году Уотт Тайлер повел десятки тысяч людей маршем на Лондон. Требования были конкретными: отменить крепостное право, снизить налоги, наказать коррумпированных чиновников. Повстанцы вошли в Лондон, они сожгли дворец герцога Ланкастерского, фактически контролировали столицу несколько дней. 14-летний король Ричард II вышел к ним навстречу. Один, без охраны, верхом на коне. Это был смелый поступок. Он пообещал выполнить все требования. Толпа успокоилась. А потом мэр Лондона Уильям Уолворд на следующей встрече убил Тайлера прямо во время переговоров, ударил кинжалом. Восстание было подавлено, обещания отменены, лидеры казнены. И все же история не вернулась назад. Крепостное право в Англии постепенно исчезнет в течение следующих десятилетий. Не потому, что знать стало добрее, а потому что экономика после чумы делала его нежизнеспособным. Семена готовы, Люди почва мягкая. были Я нужны. расчищу край для посева. Свободные Рама для люди обороны работали здесь, лучше, подальше чем Плуг тяжелый, но зависимые. справлюсь. Чума изменила не только экономику и политику. Она изменила нечто более глубокое. То, как люди воспринимали себя, время, смерть и смысл жизни. Она изменила культуру. Смерть стала слишком близкой, слишком случайной, для всех. слишком, и это слово точное, демократичной. Она приходила к королям и нищим, к монахам и грешникам, к детям и старикам. И это вошло в европейское искусство и сознание на столетия. По всей Европе распространился мотив пляски смерти – данс макабра. На фресках церквей, на гравюрах, в скульптурных группах везде одно и то же – изображение. Скелеты ведут за собой людей – папу, короля, рыцаря, купца, крестьянина, ребенка. Смерть танцует с ними всеми, весело, почти издевательски. Смысл был предельно прост и пугающе честен. Перед смертью все равны. Твои титулы, твои деньги, твои молитвы – ничего этого нет там, куда скелет тебя ведет. Художники начали изображать человека иначе. До чумы в живописи господствовали идеализированные образы, чистые, бесстрастные, возвышенные. Теперь на лицах появился страх, на телах следы болезни, в композициях хаос и движение. Страшный суд на алтарных картинах стал страшнее, больше мук, больше тел, больше безысходности. Петрарка, один из величайших поэтов своего времени, которого потом назовут первым гуманистом, потерял в чуме женщину, которой посвятил все свое творчество. Лаура умерла в 1348 году, предположительно от чумы, в Авиньоне. Петрарка пережил ее на 26 лет. До конца жизни он писал о ней стихи, о любви, о потере, о памяти как единственной форме бессмертия, которая доступна человеку. Его скорбь стала частью европейской культуры, образцом разговора о смерти, который делает из горя искусство. Боккаччо написал «Декамерон», книгу, которая начинается с Флоренции 1348 года. 10 молодых людей бегут от чумы на загородную виллу и рассказывают друг другу истории, по одной в день, 10 дней, 100 новелл. И в этих историях нет ничего от смирения перед смертью. В них есть хитрость, страсть, юмор, любовь, жизнь во всей ее нелепости и красоте. Это не просто книга, это манифест. Жизнь продолжается. Люди смеются, влюбляются, обманывают друг друга и прощают, даже когда за стенами виллы умирает город. Именно в Декамероне впервые в европейской литературе главным героем становится живой человек. Не абстрактный идеал, не рыцарь без страха и упрека, не житие святого, а обычный, несовершенный, желающий и боящийся человек. Человек со своими слабостями, надеждами и земными радостями. Это будет одним из ростков, из которых вырастет Ренессанс. Изменилось и само восприятие времени.
Раньше средневековый человек воспринимал земную жизнь как краткое преддверие вечности. Все настоящее, все по-настоящему важное было впереди, после смерти. Земное было временным, вечное – главным. Теперь, после того, как смерть стала такой близкой и такой случайной, земная жизнь приобрела иную, острую ценность. Не вместо вечности, но рядом с ней. Это хрупкое, мимолетное, неповторимое существование стало ощущаться как дар, который нельзя растратить впустую. Это изменение восприятия мира станет одной из глубинных основ того, что мы называем возрождением. Изменились даже бытовые практики. Вдовы и вдовцы вступали в повторный брак значительно быстрее. Не через годы, как прежде, а через месяцы. Общество это не осуждало. Общество понимало. Жизнь требовала продолжения. Нужно было восстанавливать семьи, растить детей, содержать хозяйство. Траур сократился, праздники участились. Одежда стала ярче, как будто люди кричали всему миру: «Мы живы, посмотрите на нас, мы еще здесь». Карнавалы приобрели новый смысл. Это было уже не просто развлечение, это было ритуальное утверждение жизни перед лицом смерти. К середине 1350-х годов первая волна чумы отступила. Европа начала медленно, мучительно возвращаться к жизни. Но эта жизнь была другой. Появлялись первые систематические меры борьбы с эпидемиями. В Рагузе в 1377 году карантин. В других городах лазареты, специальные больницы для заразных больных, вынесенные за городские стены. Санитарные правила, ограничения на въезд. Это еще не была современная медицина, это не было полным пониманием природы болезни, но это было начало, первые осторожные шаги к тому, что спустя столетия превратится в систему общественного здравоохранения. Через несколько веков люди поймут, что причиной чумы была бактерия Yersinia pestis, поймут роль крыс и блох. Александр Yersin откроет возбудители болезни в 1894 году. Появятся антибиотики, и болезнь, которая убила треть Европы, станет лечиться за несколько дней курсом обычных таблеток. Сегодня чума существует. Единичные случаи фиксируются ежегодно в Африке, Азии, Северной Америке, но это уже не та катастрофа. Для людей XIV века все это было в немыслимом, невообразимом будущем. Они видели только то, что было перед глазами. Корабли, входящие в гавань в мертвой тишине. Пустые улицы, где еще недавно была жизнь, дома с открытыми дверями и накрытым столом, и никого внутри. Ямы, в которых лежат тысячи людей, которых ты знал. Запах, который не выходит из памяти годами. И мир, который стал другим. Навсегда. Черная смерть убила от 25 до 50 миллионов человек в Европе. Она прошла по континенту, как огонь по сухой степи, за несколько лет не оставив нетронутого угла. Но она сделала и нечто большее, то, что не поддается простому счету. Она разрушила привычный порядок вещей, ослабила феодализм, систему, казавшуюся вечной и незыблемой, потрясла церковь, не веру как таковую, но ее земные институты, ее авторитет, ее способность давать ответы там, где ответов не было. Изменила экономику, труд, общественные отношения. Люди XIV века были глубоко верующими. Они молились, постились, несли покаяние и все равно умирали. Священники шли к больным и умирали вместе с ними. Это не разрушило веру, но оно поставило перед ней вопросы, которых прежде никто не осмеливался задавать вслух. Почему? За что? Как понять это? Что значит жить и умирать в мире, устроенном так? И в этих вопросах, в этом честном, мучительном поиске смысла начали прорастать новые идеи о достоинстве человека перед лицом смерти, о ценности каждого прожитого дня, о праве искать истину, в том числе собственным умом. Эти идеи станут основой гуманизма. Гуманизм станет основой возрождения. Возрождение изменит Европу и через нее весь мир. Люди начали ценить время, ценить возможности, ценить саму жизнь не как прелюдию к чему-то другому, а как нечто важное само по себе, как дар, который нужно прожить достойно, здесь и сейчас. Европа пережила чуму, но вышла из нее другой. И, возможно, именно поэтому история черной смерти – это не только история катастрофы, это история перелома, история конца одного мира и рождения другого. Спасибо, что досмотрели до конца. Если вам понравилось это видео, поддержите его лайком и подпиской. Это помогает каналу делать больше таких историй. А теперь можно выдохнуть и оставить этот тяжелый XIV век далеко позади.